Приветствую вас, друзья! Оказаться в Литве и не посетить Бирштонас просто невозможно. Это один из самых красивых, уютных и старейших курортов страны, расположенный в уникальном месте, прямо внутри извилистых петель реки Нямунас. Здесь нет суеты больших городов, шумных магистралей и бесконечной пробки. Зато есть тишина сосновых лесов, целебные минеральные источники, открытые градирни и самая высокая смотровая башня в Литве. Сегодня мы пройдем идеальный проверенный маршрут на один день. Мы заглянем в неоготический костел, скатимся с ветерком на летних горках, поднимемся на легендарную замковую гору и смотровую площадку, прогуляемся по набережной, а в конце пройдемся босиком по тропе здоровья. Погнали! Наша первая точка – величественный неоготический костел святого Антония Падуанского, сложенный из красного кирпича. Его построили на рубеже XIX и XX веков по проекту известного архитектора Вацлава Михневича. Высокая стрельчатая башня храма видна практически из любой точки города и служит отличным ориентиром для туристов. Главный и самый уникальный факт об этом храме – он не закрывался даже в советские годы. В отличие от большинства костелов и церквей Литвы, которые в то время массово превращались в склады, картинные галереи, архивы или спортивные залы, этот храм остался действующим. В нем непрерывно шли службы, благодаря чему до наших дней в первозданном виде сохранилось уникальное внутреннее убранство, резные деревянные алтари и исторические реликвии. Обязательно зайдите внутрь и обратите внимание на интерьер и витражи. Храм украшают редкие по красоте витражные полотна, созданные литовскими мастерами. На них изображены не только святые библейские сюжеты, но и ключевые вехи из истории самой Литвы, включая образ великого князя Витовта. В костеле установлены массивные органные хоры. Благодаря великолепной акустике храм регулярно становится одной из главных площадок для проведения международных фестивалей классической и органной музыки. А сам Бирштонас начал развиваться как официальный курорт еще в XIX веке. В 1846 году местный врач Адам Барташевич провел первые химические исследования воды из местных источников и официально подтвердил ее лечебные свойства. Главное богатство города – естественная минеральная вода высокой и средней минерализации с богатым содержанием брома, магния, кальция и натрия. В местных санаториях ее и сегодня активно используют для лечения заболеваний суставов, нервной системы, органов дыхания и пищеварения. Мало кто знает, но один из первых и самых известных минеральных источников Бирштонаса изначально носил женское имя Лидия. Его назвали так в честь графини Лидии Платтер, представительницы знаменитого и богатого дворянского рода, которому принадлежали эти земли. Графиня лично вкладывала огромные средства в благоустройство территорий, строительство первых деревянных купалин и популяризацию молодого курорта среди европейской знати. Уже позже, в советский период, чтобы полностью уйти от дворянского и буржуазного прошлого, источник переименовали в Витаутас в честь великого князя Витовта, чья резиденция и охотничьи угодья находились в местных лесах еще в XIV веке. В межвоенный период, во времена правления Антанаса Сметоны, Бирштонас окончательно закрепил за собой статус элитного курорта. Сюда на лето съезжалась вся богема, высшие чиновники, интеллигенция, офицеры и писатели из Каунаса, который в те годы выполнял роль временной столицы Литвы. В городе открывались новые грязелечебницы, в парках по вечерам играли духовые оркестры, а курортники неспешно прогуливались по аллеям со специальными фарфоровыми кружками-поильниками с длинным носиком. Воду пили строго через носик, чтобы концентрированный минеральный состав не разрушал эмаль зубов. Это была эпоха настоящих светских раутов, литературных вечеров и зарождения литовской курортной культуры. А теперь добавим нашему маршруту немного драйва и адреналина.
Мы пришли к летней санно-бобслейной трассе, которую местные жители и туристы часто называют американскими горками. Это самая длинная рельсовая трасса такого типа во всей Литве. Ее протяженность составляет почти 600 метров. Специальные двухместные санки поднимаются на холм с помощью автоматического подъемника, а затем на высокой скорости мчат по стальным рельсам прямо сквозь густой сосновый лес. Скорость движения вы регулируете сами с помощью ручного тормоза. Но если отпустить его полностью, разгон на крутых спусках и витражах достигает 40 км в час. Это абсолютно безопасное, но очень эмоциональное развлечение как для детей, так и для взрослых. Один спуск занимает буквально пару минут, а заряжает позитивом на весь оставшийся день. Дальше по нашему маршруту подъем на легендарную гору Витаутоса. Это один из самых высоких, красивых и исторических курганов в Литве. Высота подъема составляет 40 метров, а на самую вершину ведет крутая, но удобная деревянная лестница со скамейками для отдыха. В XIV веке на этой вершине стоял мощный деревянный Биштонский замок, который входил в единую государственную систему обороны против набегов крестоносцев. По историческим хроникам и народным преданиям, именно отсюда великий князь Витовт организовывал масштабные охотничьи выезды в окрестные пущи для своих гостей, иностранных послов и князей. С вершины кургана открывается потрясающий, завораживающий панорамный вид на огромную плавную петлю реки Нямунас и зелень сосновых лесов. Подняться сюда нужно обязательно. Это лучшая бесплатная смотровая точка прямо в центральной части города. Еще несколько интересных историко-архитектурных фактов про Бирштонас. В 1927 году здесь построили первую в Литве специализированную лечебницу торфяных грязей. Ее узнаваемое здание с ярко-красной черепичной крышей и стилизованным фасадом сохранилось до наших дней и является охраняемым памятником архитектуры. А главным центром светской и культурной жизни межвоенного времени был Бирштонский Курхаус – деревянный курортный зал, возведенный еще в 1855 году. В его стенах работали казино, большой концертный зал и единственный на тот момент в городе ресторан высокого класса. Во времена Сметоны на этой сцене регулярно давали концерты и спектакли лучшие солисты и артисты Каунасского государственного операционного театра. Еще одна важная деталь. Разливать знаменитую минеральную воду Витаутос в стеклянные бутылки начали еще в 1924 году. Это официально первый зарегистрированный бренд газированной минеральной воды в Литве, который успешно продается в магазинах по сей день. А сейчас главный вызов для вашей физической формы и смелости. Мы подошли к Биштонской смотровой башне. Это официально самая высокая смотровая башня во всей Литве. Высота самой верхней смотровой площадки составляет 45 метров. А если считать вместе с холмом Пашкальнишкис, на котором она установлена, то точка обзора находится на высоте 92 метров над уровнем моря. Наверх ведут ровно 300 ступеней, и лифта здесь не предусмотрено. Башня сконструирована из металлических опор с облицовкой из натурального дерева, а сквозь металлические решетчатые пролеты ступеней прямо под ногами видна пропасть. Поэтому легкий выброс адреналина гарантирован всем, кто хоть немного боится высоты. Архитекторы спроецировали объект в форме старинной оборонительной башни литовских замков. С высоты птичьего полета открывается фантастический вид на весь региональный парк, острова и извилистые русла Нямунаса. Вход на башню стоит евро 20, но эта оплата полностью добровольная.
Вы покупаете символический билет пожертвования на поддержку инфраструктуры парка по собственному желанию. Башня открыта для посещения ежедневно с 6 утра до 10 вечера с 1 мая. Возле санатория Эгли находится уникальное сооружение – открытый павильонная градирня или башня испарения минеральной воды Друскупис. Конструкция представляет собой деревянный каркас, плотно заполненный ветками черного терновника. По этим веткам сверху непрерывно подается концентрированная минеральная вода прямо из глубокого подземного источника. Стекая по веткам и испаряясь под воздействием ветра, вода насыщает и ионизирует воздух в радиусе десятков метров вокруг. Это создает естественный микроклимат, абсолютно аналогичный свежему морскому бризу. Идея создания таких градирен основана на методике знаменитого немецкого оздоровителя и священника Себастьяна Кнейпа. Простая прогулка и сеанс глубокого дыхания возле такой башни невероятно полезны для очищения бронхов, легких, увлажнения кожи и общего укрепления иммунитета. От санатория мы выходим на уютную пешеходную набережную реки Нямунас. В XIX и начале XX века, когда автомобильных дорог практически не было, именно по реке ходили регулярные пассажирские пароходы. Они доставляли отдыхающих и курортников из Каунаса и Алитуса прямо к городской пристани. Сегодня здесь кипит совсем другая жизнь. Работают экскурсионные катера, небольшие прогулочные кораблики и речные такси. Стоимость речной прогулки начинается от 10 евро с человека. Сама набережная полностью благоустроена. Здесь проложены отдельные пешеходные и велосипедные дорожки, установлены удобные скамейки для отдыха, уличные тренажеры и работают уютные летние кафе с видом на воду. Завершаем наш насыщенный маршрут в саду Кнейпа на специальной тропе здоровья. Здесь нужно полностью разуться и пройти босиком по 12 различным типам природных покрытий, от мелкой гальки и сосновых шишек до крупного гравия, спилов дерева и песка. Это естественным образом активирует все рефлекторные и биологически активные точки на стопах. После прохождения тропы ноги погружают в специальный бассейн с проточной холодной минеральной водой. Процедура мгновенно стимулирует сосуды и кровообращение, из-за чего в стопах возникает приятное покалывание и мощная волна тепла. Вот такой он, Бирштанас за один день. Идеальный баланс природы, здоровья, истории и полного умиротворения. Обязательно приезжайте сюда за своей порцией перезагрузки. И помните, Carpe Diem. Ловите момент.